Привет всем. Ром, здорово. Приехал автомобиль с Ярославля. Вот. 2010 год, АХ-35, передний привод, G4 КД, механика. Комплектация непонятна. Мультируль есть, что-то с крышей непонятно. То ли пленка наклеена, то ли что, не знаю. Вот. Что хочу заметить, да, вот. Ну вот планшет еще, смотрите, какой планшет тут у него, расчудесный. Это, наверное, что-то типа Xiaomi, да? Ну, не Apple же. Вот. Не Apple же. Сань, Xiaomi или Samsung, как ты думаешь, планшет? Здорово. В общем, что хочу заметить. Уже неоднократно, да, просили убирать из багажника там вещи, да, потому что мы туда складируем пластмассу и доставать крючок. Ну, полностью весь багажник забит, вы видите, да? Не знаю, прямо сверху наложим и все. Вот это. И еще, люди приезжают из других городов, уставшие там, да, замерзшие, еще что-то, да. Вот. И все равно едут на мойку и моют автомобиль. Вот просто сами себя уважают, да, и тем более уважают нас, ну, слесарей, да. А здесь, посмотрите, приехал из родного города, да, откуда-то там, с соседнего двора, грубо говоря. Да плевать он хотел на всех. Че ему, блядь, мыть машину-то, зачем? Вот это вот отношение к людям, да, вот. Клиент какой-то, не знаю, то ли с Ютуба, то ли нет. Рома говорит, он наш, приезжает, частенько масло меняет. Сань, что, не с канала? Не с канала человек-то? Слушай, ну, брат, у нас делался, не знаю. Ага. Вроде знаешь. Только масло меняет, да? Последний раз, наверное, нет. До этого я менял. Только раз мы меняли, что-то в последнее время как-то считаешь, что у нас дорого. Все понял. Считает, что нас дорого. Вот машина наладан дышит, ключи разваливаются. В общем, это даже уже не ездит к Александру менять масло. Как-то так. Что хотел сказать? 252 тысячи пробег. Стучит жутко, мужики говорят. Вот сейчас заведем, послушаем. Вот, значит, масло там меняет где-то у себя. Ремонтировался у нас его брат. Это передний привод, да? Полный? Там нет лычки 4ВД. Лычки нет 4ВД. На багажнике. Полный. Ну ладно, полный. Полный привод механика. Сейчас заведем, послушаем. Так, какое масло-то хоть? Если у Саши заливался, значит льет Матюль 30-ку, да, Ром? Не знаешь, да, не помнишь? Или 40-ку у Бардаль. Вот, сейчас заведем, послушаем. Драндулет. Сейчас он стоял в тепле. То есть человек пригнал уже машину не с утра. То есть машина теплая в гараже стоявшая, поэтому, не знаю, будет стучать, не будет. Сейчас послушаем. Ой, блин, как раздрочено. Ох! Так это же вкладыши, наверное, нет? Хотя вкладыши, когда нагреется, стучат. Какое-то жуткое, что-то жуткое. В общем, что получается? Масло не меняет часто, да, как я понял, потому что дорого. Вот. В том году приезжал, автомобиль стучал ужасно, Рома ему говорил, на что был жестко послан, говорит, иди в жопу, ты ничего не понимаешь, да, Рома? Вот, у меня ничего не стучит, мне хватит, поэтому такое отношение к автомобилю. Не знаю, неуважение к нам, то, что грязная вся машина, не знаю. В общем, что-то как-то это. Вот, ладно, делать будем что. Что здесь делаем-то, Сань? Мотор, наверное, мотор, да? Да. Ребят, в общем, начали тут уже крутить, откручивать. Ну, все побито, поломано, пластмасса, да? Уже болты плохо крутятся. Здесь, не забываем, это 10-й год, да? Здесь уже, конечно, все вздулось. Тут уже помазать не поможет, надо вот так вот выпиливать. Вот так вот. Вот, и вставлять здесь новые швы, зачищать как следует. Вот. Все делать как грамотно здесь надо. Ну, понятно, что это снимать.
Это все решается, просто все надо делать вовремя. Пробег о себе, конечно, говорит. Что ты там мне еще сказал смешно про него? То, что там это, не помнишь? А, Саня вчера не принимал машину, поэтому дополнительно что-то делать, мы потом скажем, что будем делать. Ага. Что там еще? Я тебе говорил, что это, Ага. мы это покупали перед диагностированием. А, да, все, сейчас расскажу. Перед покупкой. Да. Короче, 4 года назад этот человек покупал машину, Саня уже не помнит, какой пробег был. Но она уже тогда, 4 года назад, была такая усосанная и стучала очень сильно. Вот. Вот, а сейчас, конечно, вы все слышали, да, я не знаю, что. И вот он приехал, говорит, что-то не так с мотором. Что-то не так. Ну, до сих пор он, наверное, не понимает, что что-то не так, да. Вот, и получается, что, походу, его соседи выгнали, сказали, мужик, вот когда он с утра, да, Ром, заводит машину, да, у дома, там, наверное, блядь, весь дом просыпается, что-то не так с мотором, его уже, наверное, терпения у соседей не хватило, сказали, слушай, иди, это, нахуй сожгем машину, блядь, иди, езжай куда-нибудь отсюда. В новом чате скинулись. В домовом чате скинулись, чувак, мы узнали, сколько стоит капиталка, пиздуй. Блядь, не в обиду хозяину, но, блядь, отношение к машине пиздец, друзья, вот просто пиздец. Слов нет. Вот. Начал Саня разбирать, в общем. Катализатора на месте нет. Все там трубец. Обыкновенный трубец. Масло с движка сливал, Саня говорит, масло блестит. Просто одни эти, да? Один металл, да? Посмотрим, да, что-то такое. Коробка. Может, скажешь, какую-нибудь присадку заливали, бог его знает. Ага. Коробки сливал масло? Сливал, ну, коробка чистая. Коробка чистая. Плохо откручивается. Что там, 4 литра, что ли, поддон-то? Да. Еще и поддон 4 литра. Вот из-за этого, наверное? Да. Основная причина. Да, да. А, Сань, в 2 словах, если ты, конечно, помнишь, где желтый, где красный щуп, там какие-то года менялось, что-то такое. Скажи там в комментариях, спрашивают, расскажи, пожалуйста. Ну, изначально были и желтые, и красные щупы. Желтый щуп это 4 литра, красный щуп это 6-литровый поддон, грубо говоря. Ага. А потом в году, ну это к спортажам относится. Это к спортажам относится именно, да. Потом году в 12-13 стали только желтые щупы и только 6-литровые поддоны. Ага. Все, других не было. Все просто, там не менялось ничего, там год такой-то, да? Точно так же там на Сорентах было, тоже у них желтые щупы там 4,8, красные щупы 5,2, по-моему, было. Все понятно. Были у них там градации, не знаю зачем. Надо было. Да он что-то, видать, когда-то поддон кто-то снимал, все болты поотрывали, какую-то пластину поставили, чтобы лучше прижимало. Варвары, бля. Ну что, мотор вытащили. Люфтяра на полном приводе огромнейший, просто гигантский. Все ролики шумят, крутятся с таким дребезгом, с шумом. Муфта на генераторе то же самое, не работает. И также помпа. Все в плохом состоянии. Катализатора нет, я уже сказал. Саша сейчас уже все готовит. Машину, чтобы отправить на стоянку, на колеса поставил, подрамник. И сейчас начнем разбирать мотор и мыть радиаторы. Ну что, радиаторы помыты. Основной радиатор, вентилятор, радиатор кондиционера жутко грязный. Надо почаще мыть радиаторы тогда хозяину. Вот, то есть забиты плотненько. Сейчас вот все, что могли, выковырили. А так-то бы годика через 2 еще помыть. Под капотку ополоснули. Так, идет разборка полным ходом. Саша все же предполагает, что провернула вкладыш. Мотор грязный. Грязный, горелый снизу. Так, здесь уже полностью практически вылез. Так, крышка тоже грязная. Разбираем дальше, а здесь собираем. Ну что, понеслась, головка снята. 4-й? Первый? Первый. Да, задранный. Подожди, чуть-чуть вот так подальше делаешь, а то фокус. Ага, все. А то фокус на фонарике впадает. Угу. Так. Тут что-то. Дальше. Вот. То, что в фильтре.
Видно, нет? Ага. Ну, что там? Стружка. Стружка, давай дальше. Крутим. Масло-то жерла машина-то? Да, да, жрала, сколько знаю. Насколько вот, ты знаешь, а да? вот он, виновник торжества. Аж бился об головку. Что там, набито, да, что-то? Ну, это набито, да, об головку его стучало. Это говорит о том, что вкладыш. Провернут вкладыш, да, вот можно посмотреть. Четвертый уже начинает двигаться, а этот стоит. Ну-ка. Ага, все. Ну давай, ладно, все, давай. Ну, а тут задиры, Тут ничего нового. да, на которые Ну вот, упорно не хотели обращать Да. внимание. в общем, Сань, ты помнишь, тогда все говорил, ни разу не видел мотора, который бы встал бы из-за задиров? Ну, я не уверен, что это из-за задиров. Не уверен, да? Вообще практически связи так. Ну связи-то вообще никакой нету, да, в принципе-то? Но все Я- равно я что-то ду- произошло. Я думаю, что здесь что-то Грязь. либо грязь, либо масло какое-то залил. Потому что я смотрю, нет, это не наше масло залито. Последний фильтр не наш стоит. Где-то поменял масло. Где-то Либо, шабашит. либо это, Шабашнул где-то, гад. либо просто так сложились звезды. Звездули. Ну все, разбираем дальше коробку, переворачиваем блок, снимаем низ, смотрим там. Что Ну, в тут общем, происходит? На переднем, на первом цилиндре-то он его вкладыш это просто намотало бы. Уже не до... А остальные это ничуть не лучше. Вон они, их все начало прихватывать. Вот четвертый, Ну-ка. он тоже все уже. А первый вообще крутануло. И эти вот тоже поприлипали. Все. Вот так вот выглядят коренные. Что-то у меня такое чувство, что что-то здесь какое-то масло тут непонятное. Ну, у тебя хана или расточка? Посмотри, без вкладыша как Да, это выглядит. без вкладыша, да. Не крутануло, хорошо. Хорошо, что коренные не крутануло. Ну что, замечательно прямо. Супер. Как-то так, да. Ну, хоть что-то интересное, Ну, новое. да, Саш, колено под замену, да? Да, я не знаю, наверное, точнем его в ремонтный размер какой-нибудь отдадим. Ну, посмотрим. Масляный насос даже вскрывать не будем, сразу Смысл, заменяем. да, тут без насос под замену. Если в сеточках, в фильтрах везде одна стружка, то понятно, что здесь ему конец. То есть все, на свалку сразу, без разборок. Дальше показываем поршня вам. И в принципе все. Все каналы забиты, да? Ну, просто стружку отовсюду выдувается. Из Всё. колена Да. везде. Будем- Все, давай показываем, что там. Так, Что а тут чё- показывать? чё- В чё их принципе. показывать, да. Здесь, Все уже по 100 раз все видно. да. Здесь, тем более, ситуация несколько другая. Этот залегший вообще кольца хоть бы. Да, Все за раз здесь, короче. Накопил человек. накопил, да, все. Накопил всего сразу. Гулять так гулять. Ну что, сейчас отвозим автомобиль на стоянку. Все подготовлено. И с вами мы прощаемся до сборочки. Всем пока. Там уже подробно все расскажем, что и как. Итак, всем привет. Вот я подсобрал мотор. Должны были вчера собирать, но у нас вчера электричество отключили. Все перенеслось. Ну и чтобы время не терять, сегодня Леха не может, думаю, буду без него. Мотор G4KD с X35, это тот, который у нас убитый был, с провернутыми вкладышами шатунными на одном цилиндре, уж не помню на каком. Итак, что сделали? Вал, в принципе, спасли, но только третьим ремонтом. То есть коренные 0,25, шатунные 0,75 минус. Но зато этот поршневая получилась в 0,5. Я, в принципе, сомневался в этом. Так, все помыли, голову отремонтировали, каточки маслосъемные поменяли, насос мы поставили новый, поршни мы поставили автовелт, кольца автовелт, вкладыши не оригинальные, там шатунные Тайха, коренные Кинг. Плоскости все фрезернули, сказал, не сказал. Ну, продолжаем собирать. Буду периодически включать. Все, поддон на месте. Маховик на месте. Поставили новое сцепление. Сцепление у нас Валио. Ну и, разумеется, новый выжимной будет. Ставим коробку. Все, цепи ГРМ на месте, голова на месте.
Все новое. Фазорегуляторы старые. Закрываем крышки. Всем привет, друзья. Сань, здорово. Да, здорово, здорово. Ну я-то здоровался. Да, все, я понял, со мной. Ну что, Саша мотор-то подсобрал, смотрите-ка. Там ролики, смотрю, новые, да, это. Да, Вот это. гонная муфта. Муфта гонная, новая. Все новенькое. А полный привод здесь живой вообще? Да, полный привод. Ну, был вроде живой. Ну, на полный привод не жаловался. Тут человек-то, блядь, мотор-то не хотел ремонтировать. Я уж сказал ему, что забирай, делай где-нибудь в другом месте. Он что только потом, блядь, согласился. Ну что, все как обычно у нас. Подняли машину, снимаем все снизу, подгоняем стол под машину, машину опускаем на стол, крепим подушки, собираем все сверху снизу, заливаем жидкости. А в основном все Саша рассказал. Почему так произошло? Ну, Саша просто вчера собирал, было время, вот, и я не мог приехать, и вот сегодня мы приехали заканчивать этот процесс. В принципе, все, вроде ничего нового. Дополнительно, что здесь делать-то? Да вот. Ничего? По подвеске чуть-чуть надо сделать. Ну всё. Человек ничего не хотел, вообще ничего не хотел делать. А ну сцепление, ну я говорил про сцепление, что новое поставил. Сцепление новое. Мотор в машине, процесс идет. Все. Вот. Крышку клапанную, пластиковую почистили, вот. Но все мы не можем почистить. Ну, вот, ну какой-то трэш тут просто засрано все. Да. Здесь вот что-то подскреб я, как мог. Сейчас вот, да, но это я уже все, руки опускаются. Вся машина грязная. Ну вот и все, заливаем маслица. Все. Погреем на это маслице, сольем его. Минут 15-10 поработает. Промоем мотор. Вот. Всю грязь и оставшуюся, которая, возможно, там была, смоем и уже зальем постоянно на время обкатки. Так, сейчас заливаем масло, антифриз и заводим. Ничего себе, сразу схватил. Да. 250 тысяч километров, напомню. Как-то даже неожиданно. Вообще. Ух, выхлопная-то гудит. А у него ката нету, все вырезано. Еще и там, скорее всего, что-нибудь стоит нормальное. Ну, работает вроде неплохо. И значительно лучше, чем было. Да. А я не помню, мы, наверное, даже или заводили. Выпускали. Блин, я не помню. Месяц прошел. По-моему, заводили. Ну, наверное. Что она там трещала так, что невозможно было. Ой, сразу завоняло. Это обгорает. Что-то здесь. Поднимаем, смотрим снизу. Так, опять же, да, плохо, ребята, смотрите. Все время один и тот же вопрос. Сколько стоит ремонт? Вот, вы даже вот не досматриваете до того момента некоторые, которые спрашивают. Когда мы запускаем, мы говорим о цене. Вот сейчас на данный момент невозможно сказать цену, потому что еще ничего не просчитано. Ни по запчастям, ни по работе точно, ничего. Вот. Цены сейчас варьируются от 180, да? Ну, меньше 180. От 180 до 200 и выше, в зависимости от износа и дополнительных работ, которые связаны с автомобилем. Поэтому так, ждать в среднем месяц. Где-то меньше, где-то больше. Опять же, очередь большая на росточке. Вот. То есть мы это разобрали в один день и собрали в другой, да, но все зависит не только от нас, а еще очередь большая на росточке. Телевизор весь погнутый. Какой-то. Ну, весь такой вот. Вся Пролетал. машина ущербная. Да. Здесь владелец, если будет смотреть видео, срочно принимать меры.
Тут уже не поможет ничего зачистить. Тут поможет только вот так вот вырезать. Снимаешь чехол, вырезает и вставляет новый этот швеллер сюда. Пока, в принципе, все нормально. Смотрим за тещами, слушаем. Да, гудит, слышь как. Он, скорее всего, уже не оригинальный стоит. Да, он какой-то не оригинальный. А здесь муфта-то что какая-то... Это самые первые. А иксы вот они такие вот были. А, это... Ну, у нас-то другая. Десятая. Как на Санта-Фе. Как на тех же годов. Тут вообще столько отличий. И саленблоки разные. И вот эти вот саленблоки другие, они какие-то там космических денег стоят. То есть обычно не подойдут сейчас, теперешние. От спортажей нет. Только свой рычаг менять. Не, ну они есть саленблоки, заказывали, но он значительно дороже. Я чем- понял. А рычаг, если, ну, вдруг там... Ну, можно рычаг купить, Рычаг да, поменять, да. целиком. Ну, не знаю. Так Рычаг она дороже. чем отличается? Она какая там, электронная или что Она там? как на этом, как Я на- понял. Без этого, без насоса. А, без насоса-то нету, да, я вот и смотрю. Просто за счет электромагнита. То есть сейчас Электромагнитная, вот я и хотел будем сказать. собирать сейчас такую же муфту. А. Ясно. Вчера ее перебрал, надо сегодня сальники поставить. Так это какой год-то получается? Это самый первый, это будет 9-й, наверное. 9-й? Да. А вроде мы смотрели, что там на стеклах-то. Ну, 9-й не или 10-й. 9-й. Ну, 10-й это край. 10-й, да, ну вот спортажи-то уже пошли вроде нормальные. Ну, то есть с обычными муфтами. Это-то муфта надежнее, Сань? Да я бы не сказал, не знаю. Не сказал бы, да? Да и та нормальная так в целом. Подключается, как вот та, мне больше нравится. Помягче. Потому что помягче. А ничего, что мы даже не слышим, когда у нас задатка подключается. Вот это помягче подключается. Наша получше. А это слышно, да? Ну здесь по этой, да. Чувствуешь? Там усилие более контролируется лучше. Ага. Толчок какой-то или еще что-то? Когда Ну включается? как ездить? Как ездить? Нет. Ну вот когда ты забуксовал где-то, вот как почувствуешь, что зад-то включился? Вот, Как закрутились колеса, так блядь. Как это, как с лопатой чувак рядом стоящий скажешь, что закрутились, так и узнаешь, да? работает. Да. И скажут, а что у тебя задние колеса не крутятся? И тогда это будет повод задуматься. Все, ладно, сейчас прогреваем и сливаем. Ну что, потекло масло. Бордаль? Бордаль. Бордаль 5В40. На обкатку заливаем. 1000 километров нужно проехать. 1000, максимум 1,5. В спокойных режимах до 3000 оборотов. То есть использовать все режимы обкатки. Трасса, город, переключение передач, все вот это. Потом сливается и заливается уже или такое же, или какое душе угодно вам. Бордаль это масло голландское, да? По-моему. Ой, то ли Бельгия, то ли Голландия, То ли не помню. Бельгия. Не помню, надо Вон посмотреть даже на бочке. желтенько стоит. Оригинал. Антифриз вот такой же, тоже бордаль. Ну что, последний файл. Запускаем. Очень неплохо работает. Еще притрется, будет все тише. Ей так хорошо давно не было. Да уж. Там звуки лишние. Это у нас ремонтирует машину. Там. Отлично прямо. Все хорошо. Сейчас, ну что в двух словах, что дальше? И заканчиваем. Сейчас дождемся включения вентилятора. По подвеске я, в принципе, то, что планировал, сделал. Тяги поменяли, остальное все ладно. Выгоним, поработает. Завтра Я, и сегодня. вот, наверное, даже сегодня. Потом отрегулируем углы. Ну, и если все нормально, отличия не будет, посторонних звуков не будет, будем выдавать. Все. Все, с вами мы прощаемся. Всем пока. Сань.
Всем пока, сейчас сниму, как работает мотор без петлички. Отлично.